Приветствую всех на моем канале, моих постоянных зрителей и читателей, а также тех, кто попал на мой канал впервые или случайно. Недавно на моем канале было видео, которое называется «Оренбургский пуховый платок. Готовая работа». И в комментариях под этим видео меня спросили: все это хорошо, красиво, но как же их стирать, эти пуховые платки? Конкретно этот платок у меня уже давно постиран, заблокирован и, конечно, готов к использованию. Я просто напомню немножечко. Еще раз так отмечу, что вся красота оренбургского платка заключается в его кайме. Такая кайма у меня. Но я закончила вязать треугольную пуховую шаль. И покажу, как стираю пуховые изделия я. У каждой мастерицы быстрее всего свой способ, но я не думаю, что они очень сильно различаются друг от дружки. Хочу сказать, что в нашем представлении пуховая ниточка — это что-то такое воздушное-воздушное, типа дуванчика. На самом деле ниточки имеют основу. Есть нитки, конечно, без основы, чистый пух, у меня тоже такие есть, но они встречаются очень редко. А чаще всего ниточки бывают с основой. Вот с такой вот ниточки я вязала. И я хочу сказать, я вяжу только из оренбургского пуха, и все ниточки, которые я использую, делаются здесь же у нас в Оренбурге. Ну так вот, основа дает нашим ниточкам прочность. Бывает шерстяная, хлопок и полиамид. Это самые распространенные ниточки, основа для пуховой нитки. Поэтому я хочу сказать, что по факту ниточка получается, она пуховая, нежная, мягенькая, но прочная. Сейчас я покажу. Вот сколько силы я приложила, прежде чем я порвала эту ниточку. Итак, стирка. Водичку я набрала тепленькую, очень приятно руке. Я не знаю, сколько температура воды, но до 40, однозначно до 40 градусов. Приятно руке, не холодная, но не горячая. Вода должна быть теплой. Ниточка у нас натуральная, поэтому от горячей воды шаль, платок, она может сбежаться. Поэтому еще раз повторяю, не горячий. Лучше холоднее, чем горячий. Обычная моя шампунь, которой я мою голову. Вот я взяла и растворяю. У меня шампунь не очень густая. Водичка мыльная. И вот я свою шаль сюда опустила. Водичка чистая. Пускай она полежит. Немножко. Максимум 5 минут. Больше не надо. Если случилась такая неприятность, как испачкали шаль или платок, ну, допустим, даже помадой, стирать точно так же, но вот самое загрязненное место можно взять хозяйственное мыло. Вот знаете, они, по-моему, турецкие вот такие вот белые мыльца. Она тоже неплохо отстирывает. Но опять же, не горячая вода. И очень аккуратненько взять, вот тут намазать, допустим, и потереть. Просто аккуратненько. Потом разровнять желательно все это место, где затиралось. Но все это должно быть как без фанатизма, скажем так. Вот взяли, потерли, потерли и разровняли. Вот у меня примерно 5 минут уже прошло. Водичка по-прежнему чистенькая, но это понятно, потому что ниточка новая. Вот так вот я отжимаю. Вот отжала. Сейчас я положу ее вот сюда и поменяю водичку для полоскания. Всю эту процедуру я, конечно же, провожу в ванной.
но у меня там освещение получается за спиной и затемняется видео, поэтому я показываю в комнате. Полоскать тем же способом практически, что и стирали. Вот водичка чистенькая. Все, первый раз я ее прополоскала, опять так же отжала. И пойду еще раз поменяю воду. Воду я поменяла. Пока положу свою шальку сюда. И скажу такой один маленький еще нюанс. Если у вас платок, шаль, бактус, неважно что, связано из шерсти, то шерсть имеет свойство такое колючести, можно сказать. Она немножечко неприятна коже, немножко колет. Поэтому для того, чтобы смягчить шаль или платок, нужно добавить обычный восстанавливающий бальзам для волос, тот, которым вы пользуетесь. И изделие станет мягеньким. Для шерстяных изделий это очень хорошее решение. Его не надо много, достаточно чуть-чуть. Поднимаем свое изделие. Водички надо, конечно, поменьше немножко. Хорошо надо, очень хорошо растворить. Вот ниточки, из которых связан вот этот треугольная шаль, моя треугольный платочек можно назвать. Они очень нежные. Они не нуждаются в бальзаме. Прям вот под рукой чувствуется, как вода встает. Приятный такой. И точно так же мы оставляем, кусочек не растворился, выловить его. И вот точно так же мы оставляем это в воде. Наш платок, шерсть, ниточка хорошенько пропитается этим бальзамом и станет еще нежнее. Но повторяю, это в том случае, если вы чувствуете, что платок немножко колючий. Итак, мой платочек полежал в водичке 5 минут. Вполне достаточно. Все, что нужно ему, он в себя впитал. Он стал еще нежнее, чем был. Я опять его также отжала. И еще раз поменяю воду. Все, что нужно, платок в себя впитал. Ниточка распушилась. Хорошенько. Последний раз я его сейчас прополощу. Если считаете нужным, можно еще раз поменять водичку. Вот у меня даже немножечко пенится, поэтому я еще раз поменяю воду. Точнее, это не пенится, это выходит лишний бальзам. Ну все, последний раз я его окуну в водичку. Шаль уже принимает форму, которая должна быть. Так, надо бы еще ленточку найти. Ну ладно, я не буду сейчас показывать, просто покажу, что вот я шаль последний раз прополоскала, отжала. И сейчас я уберу воду. Выкручивать шаль нежелательно, но если забыли и однажды так получилось, ну ничего страшного, один раз ничего не будет. Но желательно следить, конечно, чтобы только отжимать путем вот сжатия. Так, а для того, чтобы убрать лишнюю воду, у меня специальное полотенечко. Полотенце еще со времен Советского Союза, оно у меня завалялось, их никто никогда не пользовался. Я его нашла и, так сказать, прибрала к своим шалям.
Я выровняла шальку свою. Вот так вот ложу в длину ее. И для того, чтобы убрать лишнюю воду, я буду скатывать в рулончик. И вот теперь вот так можно его пожать. Все, оставлю немножечко, полежит, лишняя влага уйдет в полотенце. 5 минут у меня полежало. Полотенечко стало влажным. Шаль практически сухая. Пора делать блокировку. Блокировка делается в основном мастерами, которые вяжут платки и шали. Когда вы покупаете платок или шаль, они уже имеют форму и держат ее. Поэтому очень часто достаточно просто такой процедуры стирки. Отжали, подсушили и ровненько развесить. Обязательно в расправленном виде. А дальше я буду делать то, что делают мастера, а именно блокировать шаль.